Привет всем! Вы на канале об украшениях Ирена Адлер. В этом видео я решила с вами поделиться самыми красивыми украшениями, которые я видела в некоторых коллекциях последних модных сезонов. Далеко не все модные дома и не все коллекции богаты украшениями. Иногда их вовсе не бывает прям вот совсем, поэтому мне приходится для таких видео хорошенько покопаться в модных показах. Я их не смотрю все подряд. Для меня это действительно большой пласт работы, но и такие видео смотрят на моем канале очень мало. Поэтому я буду очень рада, если вы поддержите это мое видео своими лайками, рекомендациями. Возможно, вам действительно покажется этот обзор интересным, и я буду продолжать. Раньше на своем канале я иногда делала обзоры трендов в украшениях, но потом поняла, что это абсолютно бессмысленно. Тренды так быстро не меняются. Мне приходится повторять из года в год фактически одно и то же. Ну и в целом, если смотреть на украшения с позиции трендов, это значит смотреть на моду слишком узко. Но сегодняшняя мода – это понятие более широкое, обладающее большими смыслами, которые вкладывают туда дизайнеры. Иногда коллекции посвящены каким-то персонам, иногда в них можно найти какую-то философскую подоплеку. Вот в таком ракурсе мы сегодня и поговорим о модных украшениях. И начну я с коллекции Chanel. Они показали много очень красивых украшений в весенней и в осенней коллекции. И, конечно же, в коллекции Resort. Кстати, если вы хотите смотреть сами украшения, обращайте чаще всего на коллекции Resort. Это коллекция на отпуск, на отдых, поэтому там всегда очень много украшений. А весенняя коллекция была посвящена знаменитым женщинам, женщинам-первооткрывательницам, таким как, например, первые летчицы или французская писательница Колет, которая, как и сама Коко Шанель, частенько нарушала устои того времени. И как было написано на сайте, коллекция – это ода движению, ода свободе. Там очень много легких струящихся платьев, летящих материалов, перья. И полностью коллекция легкая и воздушная. Перья там встречаются не только как материалы, но и как принт на платьях, как вид украшений. То есть сами украшения имеют вид перьев. И на ушах мы видим такие вот милые пушистики из перьев. В этой коллекции можно, конечно же, обязательно увидеть и классические серьги Chanel, и цепочки, длинные колье с цепочками, и браслеты-манжеты. Эти украшения просто видоизменяются, но по сути они всегда есть в коллекции Chanel. Тема полетов подчеркивается образами птиц, птичьих клеток. Здесь есть и серьги, и кулоны в виде птиц, и даже сумочки. Коллекция Resort была вдохновлена французской ривьерой, и там, конечно же, много морской тематики. Это морские коньки, звезды, сердечки, монетки в виде шармов, в виде чокеров. Кстати, обратите внимание, что в коллекции очень много чокеров в разных видах. Из этих образов можно обязательно подхватывать какие-то идеи для себя, такие как, например, комбинация нескольких колье или кулонов на цепочке разной длины, надетые поверх воротника, поверх легких жакетов. И заканчивая свой рассказ о Chanel, прикреплю здесь несколько фотографий с последней осенней коллекции и обращу ваше особое внимание на одно украшение, которое присутствовало на большинстве моделей. Это бусы. Бусы именно в том виде, в котором мы привыкли их видеть. То есть это колье, состоящее из шариков, мелких, крупных, разного размера. В коллекции Chanel они были очень крупных размеров.
И некоторые бусы, перекинутые через плечо, вовсе не являлись украшением, а это была сумочка на таком ремешке. Но что я хочу сказать и почему я обращаю на это внимание? Очень долгое время бусы считались уже устаревшим украшением. Но именно на них я зафиксирую ваше внимание, потому как буду говорить об этом и дальше. Именно из-за этих бус мое внимание привлекла ресорт-коллекция Сен-Лорана. Обычно я не заглядываю как-то в этот бренд, потому что мне не близок стиль Сен-Лорана, и там не бывает слишком много каких-то ярких, близких мне по духу украшений. Но в этой ресорт-коллекции были модели в стиле 70-х, на которой тоже присутствовали вот эти длинные бусы, состоящие из крупных шариков. Еще один модный бренд, который всегда показывает много украшений, это Chloé. Его нынешний креативный директор Чимена Камали уже несколько последних сезонов удивляет свою публику. И мне кажется, что именно благодаря ей бохо шик снова стал настолько популярен, что о нем уже заговорили прямо все модные сайты. Просто покажу вам несколько фотографий с украшениями. Их всегда много, и я думаю, что вы представляете, какие украшения бывают в этом стиле. И в своем комментарии к коллекции она снова говорит о многогранности женщины, о ее чувственности, о свободе и легкости. Еще один мой любимый бренд – это лондонский бренд Erdem. Возможно, вы о нем ничего не слышали. Он не имеет такую богатую историю, как Шанель или Диор, но все-таки существует уже на протяжении многих лет. И это всегда абсолютно женственные образы и всегда цветы. Так что если вы любите цветочный принт, цветочные мотивы, аксессуары в виде цветов, то обязательно за ними наблюдайте. А весенняя коллекция этого бренда была посвящена книге Рэдклифф Холл «Колодец одиночества». Эта книга была издана в 1928 году и практически сразу запрещена. Рэдклифф Холл, по сути, написала свою личную историю. Ну, а так как она большую часть своей жизни представлялась в виде мужчины и прожила многие годы со скульпторшей и писательницей Уной Труберидж, то становится понятно, почему роман был запрещен. Интересный факт, что именно эта Уна Труберидж познакомила своих английских читателей с французской писательницей Колет, которую я упоминала в показе «Шанель». Ну а так как Маргарет Рэдклифф Холл, автор этого романа, предпочитала носить мужскую одежду, ну, по крайней мере, в верхней своей части, то и в коллекции присутствует некоторая стилизация мужского костюма. Здесь же на этом костюме мы видим очень интересное украшение. Это брошь в виде мужского лорнета. Гомосексуальные женщины того времени очень часто использовали в своих образах лорнеты. И некоторые даже считают, что это было определенным знаком. Но, скорее всего, это было не так, потому что начало 20 века – это эпоха ар-деко, и мода того времени полностью поменяла женский гардероб. Женщины стремились к андрогинным образам. Все мы знаем, насколько укоротились платья, стрижки. Это были совсем другие формы. И все это отражено в коллекции. Мы здесь видим и подобные платья, и даже сочетание платьев с элементами мужского костюма. И все это очень сильно замиксовано с украшениями, с кристаллами и стразами. Ну и, как я сказала, что бренд Erdem – это цветочный такой бренд. Во всех абсолютно коллекциях у них присутствуют цветы. И я немного в их коллекциях отойду назад
и покажу вам коллекцию весны прошлого года. Эта коллекция была посвящена английской аристократке герцогине Девонширской. Она была известна как писательница, как интересная светская персона, обладающая богатым кутюрным гардеробом. У нее была коллекция украшений в виде насекомых, бабочек, жуков. Поэтому и в коллекции весенней прошлого года бренда Erdem тоже можно увидеть серьги в виде жуков, огромные стрекозы в виде брошей, кулонов и даже такие вот ободки, тиары в виде бабочкиных усиков. А еще одной особенностью баронессы была страсть к разведению цыплят. Она иногда ходила в своих кутюрных нарядах их кормить и говорила, что пусть мои платья будут показаны в курятнике, это лучше, чем они пылятся и висят в моем шкафу. Поэтому в коллекции мы тоже видим вот таких вот петушков в виде моносерьги. Ну и на платьях присутствует принт в виде поместья, такого вот красивого их замка, который они перестраивали, и этим тоже была известна эта семья. Еще один модный бренд, на котором я остановлюсь в своем видео, это модный дом Валентино. Вернее, не сам Валентино, а креативный директор, который сейчас работает там, это Алессандро Микеле. Если вы в курсе событий современной моды, то вы знаете, что несколько лет назад он на протяжении многих лет работал в Гуччи и показывал неоднозначные, скажем так, свои коллекции. Но в основе его коллекции всегда лежит очень глубокая философия. Это очень важно для понимания и для видения тех деталей, которые автор вносит в свою коллекцию. Его новая зимняя коллекция этого года посвящена теме интимности. Так ли мы становимся ближе к человеку, если знаем его личные, интимные, внутренние подробности? В коллекции очень много отсылок к интимным внутренним деталям образа, которые не выставляются наружу. Я хочу показать вам несколько деталей коллекции, которые при беглом взгляде незаметны, но они очень точно и очень тонко иллюстрируют тему этой коллекции. Например, это неподшитый край всех брюк. Тот, кто занимается шитьем, он сразу поймет, что мы видим подворот брюк, который находится с изнанки обычно, но здесь он обработан, но не подшит. И мы видим заглаженный край брюк, который просто выставлен наружу и становится видимым, тогда как обычно эта деталь просто не видна. Это край брючины, который мы не видим как заглаженную вот такую вот складку. Ко второй детали присмотритесь повнимательней, что она вам напоминает. Это верхняя часть женских трусов. Вот так вот выглядели повязки на голову. Возможно, кто-то не поймет, что это, но мне кажется, что это очень хорошо видно. Говорим не о коллекции, а конкретно об украшениях, поэтому тему интимности в украшениях подчеркивают бусы из ракушек. Обычно бусы из ракушек – это такой летний аксессуар. На первый взгляд бусы из ракушек вообще никак и не смотрятся ни в зимней коллекции, ни в тех моделях, которые созданы автором. Но ракушка – это очень явный символ интимности. Мы все прячемся вот в свою такую внутреннюю ракушку, когда не хотим что-то показывать или что-то афишировать, хотим побыть в одиночестве. Вот именно ракушка – это такой очень хороший символ. В целом украшений в этой коллекции мало, но есть еще одно украшение, еще одни бусы. Как раз бусы, состоящие из шариков.
В сегодняшнем видео это, пожалуй, главный такой аксессуар, на который я обращаю ваше внимание. И что удивительно, что во всех предыдущих коллекциях бусы как-то по-новому интерпретируются. Они очень длинные, они гиперболизированы, они очень большие. А здесь показаны бусы, к которым мы привыкли. Это двухрядные обычные бусы. Сейчас, можно сказать, их никто так не носит. Можно сказать, что вот та стилизация, которая показана, она устаревшая. Но зная личность Алессандро Микеле, дизайнера, можно понять, почему он использует именно такие бусы, такую стилизацию, потому что он большой поклонник винтажа, он коллекционер антиквариата, и в Риме у него дом его представляет из себя палаццо, который он в свое время когда-то выкупил, восстановил и полностью обставил антикварными предметами. Ну, а в прошлой коллекции «Павильон безумств» уже присутствует гораздо больше украшений. Что такое красота, по мнению автора? Это не стандартные формулировки, к которым мы привыкли, а это способность глубоко чувствовать и раскрывать новые вселенные смыслов. Смыслы, которые создают связи между вещами и живыми существами. В этой коллекции снова очень много бус, чокеров, кулонов на длинных цепочках. Причем их, как всегда, дикое количество. Алессандро Микеле миксует всегда очень много украшений. Ну и, конечно же, здесь много новых украшений, потому как Алессандро Микеле в этом деле просто большой новатор. Он всегда изобретает новые виды украшений. Мы их часто видели в Гуччи до этого, ну а теперь в Валентино. В случае таких новых украшений у меня всегда возникают вопросы, как они крепятся. Вряд ли, конечно, моделям прокалывают дыры, например, в губе или в носу. Наверняка это все просто как-то держится на зажимах. Но что удивительно, что эти украшения не продаются. Видимо, они созданы исключительно для показов, не для того, чтобы носить в обычной жизни. Ну, посмотрим, может быть, ради заработка денег они будут когда-то продаваться. На сегодня это все истории, которые я хотела вам рассказать о модных тенденциях. Если вам понравился такой формат видео, обязательно пишите свои комментарии, делитесь со своими друзьями. Возможно, это еще кому-то будет интересно. Я буду с вами прощаться. До встречи в следующем видео. Пока!